Если у вас все еще тормозит YouTube, в описании ссылка, как ускорить. Мы все еще собираем способы. В последние пару недель в Гугле на 1000% выросли запросы о возможности заморозки вкладов россиян. Эта проблема людей беспокоит и вполне обоснована. Поэтому о ней давайте сегодня подробно и поговорим. Мы находимся в очень интересном моменте, когда всем стало очевидно, праздник жизни и раздача бесплатных денег закончился. Даже те, кому по должности положено выражать неуемный оптимизм, этот самый оптимизм больше не производят. Денег начинает не хватать. При этом на вкладах граждан в прямом доступе у государства лежат 50 триллионов рублей. Эти деньги физически ничем не защищены. И если завтра их частично забрать под речью о государственной необходимости, священной войне, за родину и во имя борьбы с фашизмом, их обладатели сделать с этим ничего не смогут. Никакой суд ничего не присудит. Ничего против соответствующего президентского указа или закона быстро принятого никто не попишет. Много ли это 50 триллионов рублей? Очень много. Весь военный бюджет на 2025 год 13,5 триллионов рублей. То есть, если забрать с вкладов, например, 25%, то только на это войну получится вести примерно год. Конечно, это не все расходы на войну, многие из них зашиты в другие статьи бюджета, но масштаб из этих цифр понятен. Такие мысли не могут не посещать головы членов Совбеза и Владимира Путина лично. Чем сильнее мы будем приближаться к дефициту ресурсов, тем чаще они будут об этом задумываться. Ведь в их головах они ведут жизненно важную, чуть ли не священную отечественную войну, на которую начинает не хватать денег. А тут, понимаешь ли, у каких-то там граждан есть какие-то там имущественные права. Традиционно такие безумства в России ограничивает вменяемый финансово-экономический блок, смысл действий которого хорошо понятен управлению по внутренней политике администрации президента. Управление это, отвечающее в первую очередь за устойчивость режима с политической точки зрения, возглавляет Сергей Кириенко. Он был премьер-министром России в августе 1998 года, когда на голову его правительства рухнула пирамида ГКО, случился дефолт и доллар улетел в небеса. И Кириенко, и Путину, который тогда уже вокруг высших эшелонов власти крутился и был свеженазначенным директором ФСБ, очень понятно, почему это крайне плохо, когда в стране обрушается валюта и банковская система. Поэтому в России сложилась очень странная конструкция. Внутри этой мрачной, пожилой персоналистской автократии военного времени с ее полнейшим сдвигом в принятии решений живет совершенно либеральный, компетентный и очень вменяемый анклав, управляющий финансовой системой и денежной политикой. Эти люди обеспечивают ту самую двойственность. Одно и то же государство запросто может отправить 30 тысяч человек на гибель при штурме никому не нужного хутора, но при этом в вопросах банковской и денежной системы вести себя исключительно рационально. Благодаря этим управленцам у Путина для зарплат всем, от чиновников до солдат, есть настоящие деньги, которые не обесцениваются и которыми граждане могут свободно распоряжаться. И все с этой конструкцией хорошо, кроме одного обстоятельства. Люди этой системе в целом и Путину в частности лично абсолютно чужды. Политическому руководству эти финансовые менеджеры непонятны, но пока не вершат свою магию, то пусть будут. При нынешней властной конфигурации, когда экономикой рулят либералы, а внутренней политикой Кириенко, заморозка вкладов представляется нам маловероятной. Но ситуация может в любой момент и очень быстро измениться. Почему сейчас при текущей конфигурации заморозка кажется маловероятной? Прямое и явное ограбление граждан – слишком опасное занятие для такого режима, как наш. Тут есть определенный парадокс. Диктаторский режим может пережить то, что, казалось бы, пережить невозможно. Развязать войну и вести ее, убив на ней 200 тысяч своих граждан. Избивать протестующих на улицах, пытать в тюрьмах. С обществом, лишенным политических прав, можно проделывать много разных фокусов. Но есть четкая красная линия. Открыто грабить не стоит. Точнее, можно попробовать, если ты открыто грабишь маленькую группу населения. Но сразу всех никак нельзя. Будь ты хоть советская власть, хоть северокорейская, неважно. Очень опасно сказать людям: граждане, деньги в вашем кармане мы больше не считаем деньгами. Ваши вклады больше не ваши. С бюджетом ситуация скверная, с инфляцией скверная. Все не очень хорошо примерно совсем. Но пока не случится совсем уж апокалипсис, пока государство может худо-бедно тянуть свои обязательства, залезать в депозиты граждан для него – слишком большой риск. Причем тотальное обрушение банковской системы, вызванное немедленным набегом вкладчиков после принятия такого решения, не самая большая проблема в ситуации заморозки вкладов.
А реальная проблема – обрушение не банковского сектора, а всего политического режима. Высокая инфляция, конская ставка, дефицит бюджета – какой угодно сценарий лучше, чем спасаться на вертолете от разъяренных граждан, которых больше не разгоняет ОМОН, потому что каждый второй ОМОНовец тоже лишился своих накоплений и имеет определенные вопросики к тем, чей режим должен стеречь. Но, чтобы все в таком формате проанализировать, понять и на основании этого принять решение, таким должны заниматься вменяемые и рациональные люди. Пока такие решения принимают Набиуллина, Мишустин, Силуанов, Кириенко, не стоит ожидать, что правительство залезет во вклады. Не потому, что эти люди какие-то хорошие или очень честные, а просто потому, что они понимают, насколько подобные действия опасны для всей их конструкции. Но если царствующий кулак ударит по столу и Госдума сразу в 3 чтениях примет за день закон о патриотических облигациях, которые автоматически покупаются на 20% от всех вкладов, если руководителем ЦБ будет назначен Сергей Глазьев, который, несомненно, намного более мил сердцу правящей элиты, нежели недобитые на руководящих постах либералы, тогда все поменяется. Наша система вполне способна принимать нерациональные решения. Мы это уже не раз видели. Институтов, способных сдержать или остановить безумие главных начальников, у нас нет. Будут ли изымать деньги со вкладов, зависит от решения одного человека, а что происходит у него в голове, мы не знаем. Тем не менее, пока все на местах и не ожидая пока подобного исхода, нам надо поговорить о том, откуда такие слухи вообще берутся. Вроде бы никакие официальные лица даже не заикались о заморозке или ограничении вкладов. Вроде бы никаких настоящих оснований, чтобы эта тема циркулировала, нет. Но она вовсю циркулирует. И нужно быть слепым или забаненным в Google трендах, чтобы этого не видеть. Так что давайте об этом всем поговорим, только сначала реклама. Посольство Казахстана в России с 1 января приостановило выдачу ИИН – индивидуального идентификационного номера иностранным гражданам. А без ИИН россияне не могут открыть счет в казахстанском банке. Сейчас никакие компании с этим не помогут. Такая возможность уже исчезла. Но все еще можно открыть карты в банках других стран. Команда MasterCard KZ проанализировала рынок и подобрала наиболее выгодные варианты открытия зарубежных счетов россиянам в 2025 году. Вы сможете получить заветную карту иностранного банка, с помощью которой будете оплачивать сервисы, арендовать отели и авто за границей, принимать и получать деньги практически из любой точки мира. Сможете снова расплачиваться Google и Apple Pay и чувствовать себя в мире более свободно. Для открытия карты сейчас достаточно действующего загранпаспорта, а пополнять ее вы сможете прямо со счета российского банка. Комиссия за пополнение небольшая, около 0, что очень удобно, если вам нужно перевести за рубеж большую сумму. Счет будет в евро или в долларах. Вы также сможете открыть дополнительный счет в другой валюте. Удаленно открыть зарубежный счет пока еще возможно. Переходите по ссылке в описании, чтобы подобрать максимально выгодный для себя вариант, узнать условия открытия и получить скидку до 15 тысяч рублей на услуги команды. Ну или просто назовите промокод КАЦ менеджеру при заказе, и тогда скидка тоже будет. Продолжаем. Спасибо, что смотрите. Реклама позволяет каналу оставаться независимым. Мы находимся, как я уже сказал в начале, в очень интересном моменте, когда всем стало очевидно, что праздник жизни и раздачи бесплатных денег завершился. Даже те, кому по должности положено выражать оптимизм, уже не особо его производят. Государство в этот момент смотрит на граждан, а граждане на государство. Наши граждане, неважно, что они говорят в вопросах, когда дело доходит до дела, прекрасно осознают. Если у государства заканчиваются деньги, оно не будет сокращать и поджимать себя. Оно будет думать, как бы обобрать граждан. Мы видим, что граждане в этом вопросе не заблуждаются. Вопрос только в том, как государство будет грабить, а не будет ли грабить вообще. И граждане внимательно следят за государственными руками в попытке понять, где и когда и каким способом их оберут. Налоги, тарифы, акцизы, штрафы, пошлины – это все уже случилось. Если мы посмотрим на изменения с Нового года, то увидим, каждое взаимодействие с государством стало дороже. Причем иногда во много раз, как, например, в случае со сбором за судебное разбирательство. Граждане в отношениях с государством сейчас ведут себя так, будто гуляют по туристической улице, на которой орудуют карманники. Гуляют и похлопывают себя по карманам, убеждаясь, что телефон и кошелек все еще на месте. Государство тут тоже вполне откровенно. Месяцы не проходят, чтобы какой-то государственный спикер не заикнулся о том, как граждане наши как-то слишком сильно разбогатели.
как-то уж очень хорошо живут, держат на счетах уж слишком много денег. Каковыми деньгами государство распорядилось бы гораздо лучше и эффективней. Но не в кубышках же им тухнуть. Вот этот уровень взаимопонимания и откровенности какой-то совершенно запредельный в своем цинизме. Государство ищет способы обобрать граждан. Граждане знают, что оно ищет. Государство знает, что граждане знают. Государство пытается найти способ обобрать граждан так, чтобы обираемые этого не заметили. Граждане это понимают и пытаются заметить, с какой стороны рука государства лезет в их карман. Устойчивый интерес граждан к тому, как именно государство собирается их ограбить, говорит нам о нескольких базовых мыслях, которые не находят отражения в вопросах, но явно у людей есть. Во-первых, что бы нам там ни говорили, но плюс-минус все осознают, что война с нами надолго. Какие формы она будет принимать – вопрос отдельный. Факт в том, что государству еще очень долго придется за очень дорого покупать жизни людей, которые будут штурмовать очередное никому не нужное село. За очень дорого разрушать либо Украину, либо какую-то другую соседнюю страну. Понятно, что у государства в обозримой исторической перспективе не отпадет необходимость строить как можно больше танков, боевых самолетов, вертолетов взамен уничтоженных. Не отпадет необходимость закупать снаряды, ракеты и гаубицы у Ким Чен Ына. Не перестанут в ближайшее время каждый день сотнями гибнуть работоспособные люди. Не перестанет уменьшаться количество граждан, способных к производству полезных товаров и услуг. А значит, что те, кто еще жив, должны будут за происходящее платить. Поэтому, когда мы с вами рассуждаем о каких-то мутных перспективах переговоров, то активный поиск нашими гражданами новостей о заморозке вкладов должен тут же вернуть нас в реальность. Внутри страны явно нет ощущения, будто конец этому близок. Тут важно правильно понять, что мы имеем в виду. Мы не можем знать, сколько будет длиться война, какие новые форматы она примет. Мы тут оцениваем настроение российского общества и государства. Обе стороны не ждут, что она закончится. Обе стороны исходят из того, что милитаризованное состояние российской экономики – это реальность ближайших лет. И это, кстати, совершенно разумная предпосылка. Даже если на какое-то время на фронте затихнут пушки, российскую экономику это не вернет в состояние мирного времени. Во-вторых, такие настроения свидетельствуют. В воздухе разлито общее мнение, что весь экономический рост последних 2,5 лет был чистой иллюзией. Что это фестиваль благополучия, на котором какое-то время все погуляли, потратили кучу денег, и теперь пришло время за фестиваль платить. Вот та нехитрая мысль, которую мы тут без конца продвигаем, что война не способна приносить экономическое благо, и неважно, какие цифры у вас в моменте, что если вы очень большую зарплату заплатили фрезеровщику за деталь для дрона, фрезеровщик создаст спрос на товары и услуги, и у вас как бы вырастет ВВП, но это абсолютно ничего не значит. Точнее, значит только то, что фрезеровщик больше не делает детали для автобусов, не пополняет предложение товаров и услуг в экономике, а стал весьма дорогостоящим пенсионером, занимающимся черти чем. Вот эта мысль, пусть и в несформулированном виде, стала для граждан очевидной. Что государство на своей войне не нашло шахту, набитую наличными долларами. Что деньги не с неба упали. Что государство просто прожгло резервы и экономический потенциал и сейчас лихорадочно ищет, где бы взять еще. Разлитое в воздухе ощущение – это не просто мысли в чьих-то головах. Граждане ощущают, их собираются так или иначе грабануть и меняют свое экономическое поведение. Это влияет на спрос на товары и услуги, отражается на инвестициях. Когда люди понимают, что завтра денег может стать сильно меньше, они ведут себя гораздо более консервативно. И это, в свою очередь, усиливает и без того множественные факторы, которые толкают экономику в кризис. Те отрасли, которые не получают деньги напрямую за войну, а рассчитаны на покупательский спрос, падают быстрее, чем могли бы. Грубо говоря, люди не вписываются в ипотеку не только потому, что ставка под 30%, но и потому, что справедливо считают – 3 миллиона под подушкой лучше, чем эфемерная вероятность потянуть такие условия. Сейчас мы с вами точно увидим процесс, который будет сам себе противоречить. С одной стороны, государство все еще должно продуцировать оптимизм, убеждая всех, что война в частности и политика последних лет в целом – это лучшее, что случалось с российской экономикой. Что те 3 или даже где-то уже 4 миллиона рублей, выплачиваемые за подписание контракта, берутся не из чьего-то кармана, а просто из воздуха. С другой стороны, государство никуда не денется. Так или иначе, более топорным или более хитрым способом, но ему придется залезть гражданам в карман, как никогда прежде. Скорее всего, с самого начала
Они попытаются соблазнить всех какими-то чудесными военными займами, какими-нибудь патриотическими облигациями. А когда уже станет ясно, что очередей их покупать почему-то не возникает, что граждане почему-то ни слову не верят, вот тогда мы можем ждать каких-то радикальных конфискационных шагов. Будем и дальше за всем этим следить и это обсуждать, совершенно не спрашивая мнения государства по поводу того, что нам тут сказать. До завтра.